Всем привет! В этом видео я хочу рассказать про эонов в Honkai Star Rail. Так как визуально на втором бета-тесте нам не показали эонов, то видеоряд будет просто мой геймплей со второй беты. В этом видео я расскажу про эонов, известных в бета-тесте, какому пути они принадлежат и есть ли у них последователи. Начнем с того, кто такие эоны. Эоны — это важные существа во вселенной Honkai Star Rail, правящие галактикой. Каждый эон связан с путем, по которому он может использовать эту энергию по своему усмотрению. Но они также связаны с ней до конца своей жизни. Описание из галактического архива. Люди очень мало знают о загадочных существах, обитающих в глубинах океана звезд. Ограниченные своим познанием, разумные формы жизни могут лишь немного различать пути, по которым идут эоны, и полагаются на простые концепции и теории, чтобы смутно постичь необъятность своих сил. В конце концов, благодаря устным легендам, эти эоны стали воплощением абстрактных понятий. Если кто-то окажется на пути эона, его захлестнет отдаленное ощущение, будто его ударил лед со световых лет через всю галактику. Многие считают, что это единственная связь между эонами и смертными. Теперь начнем с самих ионов, которые нам известны, их пути и если нам известны их последователи. Аха или Ага – эон радости. Никто не может предсказать, чему этот эон может выразить свою радость. Радость – это право живых существ, и Аха вдохновляет их верующих радоваться радостям жизни. Они получают удовольствие от крутых поворотов судьбы. Путь – восторг. Последователи – дураки в масках. Акивили. В колесе судьбы есть три направления. Неизвестное, известное и то, что не может быть известно. Идея неизвестного термина, однако невозможность познания звучит скорее как вызов. Акивили покинул изолированный мир Пегана и продолжил исследовать неизвестные края вселенной, надеясь найти конец древа бытия. К сожалению, судьба Акивили резко оборвалась из-за несчастного случая. Путь – первопроходец, последователи Астральный Экспресс и Безымянный, то есть наш ГГ. Идрила. Идрила засвидетельствовала высший смысл существования мира через постоянно меняющиеся представления о Вселенной, известные остальным как существование красоты. Однажды эон красоты внезапно исчезла. Это было так же загадочно, как и тогда, когда она впервые появилась. Путь красоты. Последователи зеркала, рыцари красоты. 9. Эон, который правил путем нихилитета. Ее существование загадка. 9 не взаимодействует с другими эонами. Он верит, что окончательная судьба мультивселенной – ничтожество и, следовательно, бесполезность. Путь нихилитета. Последователи доктора Хаоса. Устройство 9. Лан, вечный лучник, повелитель судьбы, бесконечно блуждающий между мирами, чтобы уничтожить нежить, которая когда-то отравила их родной мир. Стоимость охоты никогда не волновала Лан. В глазах Лана нет разницы между спасением и полным уничтожением. Путь охота. Последователи Альянс Сэньчжоу. Лонг, умерший древний эон, руководивший путем постоянства. Они оставили после себя большое количество потомков, известных как наследники Лонга. Путь постоянства. Митус, эон, управляющий путем загадок. Его форма остается неизвестной. Он верит, что вещи находятся за пределами восприятия, и что существа с неконечностью не способны представить себе истинную бесконечность, поэтому все остается загадочным. Путь Энигма. Последователи загадочники, историки, фантасты. Нанук. Эон, управляющий путем разрушения. Он родился из Адливуна, когда мир пал. Он часто выглядит как мужчина с темной кожей и золотыми глазами. Путь разрушения. Последователи Легион Антиматерии.
Нус – эон, который руководит путем эрудиции. Изначально он был всемогущим астральным компьютером, который поднялся, чтобы стать эоном благодаря полученным им обновлениям. Путь эрудиция. Последователи круг проницательных. Ассоциация эрудиции. Араборос. Древний эон, правящий путем жадности. Неудовлетворенный пожиратель миров. Он эон, а также своего рода древнее существо по имени Левиафан. Путь прожорства. Клипот. Строитель стены небесной кометы, кристаллического барьера пространства и базы Великого Аттрактора. Последователи называют строителя Янтарным Лордом, одним из старейших и самых стойких эонов, пережившим сумеречные войны. Узнав, что угроза неминуема, Янтарный Лорд выковал мощную печать длиной в несколько световых лет, которая изолировала бы и защитила живые миры. Путь сохранения. Последователи-архитекторы. Тайзеронт. Умерший древний эон, руководивший путем размножения. Будучи последним представителем жестокрылых, Тайзеронт начал ужасное самовоспроизведение, принеся ужасы бесконечного воспроизводства в миры. Тайзеронт порхал по вселенной, пока его продвижение не было остановлено богами. Путь распространения. Последователи Рой. Шипе. Ион, происходящий из нескольких гармоничных небесных миров. Он возглавляет путь гармонии. Он представляет собой объединение сущностей, проповедующих радости человеческой гармонии и единства. Путь гармония. Последователи семья. Яоши. Воспитатель всех существ и эон рая. Его цель – постоянное распространение жизни. Яоши стоит на пути плодородия и является заклятым врагом Лан, эон охоты. Путь Яоши – изобилие. Последователи – обители плодородия, искатели эликсира. На этом все. Большое спасибо за внимание. Подпишись, если новый на канале, и поставь лайк. До встречи в моих следующих видео.